Друзья, я в Гурзуфе. Завтра, в субботу, 1 мая, начинается класс, первая группа. Если вы легки на подъем, приезжайте. Пусть даже на 2, на 3 дня класса. Это будет взрыв мозга, обещаю вам. Погода прекрасная, спокойная, тепло, градусов, наверное, 17 примерно. Обещает быть солнце все дни. У нас 2 группы, еще будет с 7 по 11. Но можно взять там 2-3 дня, так что приезжайте. Я сейчас пройду по точкам и покажу вам какие-то места, которые мне понравятся, где мы будем работать, и, может быть, что-то поснимаю, и, может быть, даже попишу. Но сегодня такой подготовительный день. Валентина К. в группе, в Телеграм спросила, в общем-то, не ко мне обращаясь, а ко всем нашим сотоварищам. Добрый день всем. Есть здесь товарищи, которые поедут в Гурзуф. Как вы туда добираетесь? Первый вопрос. Как добираемся? Я поездом приехал, самолеты сейчас не летают, автобус есть, машина, из Москвы, да? Как там устраиваетесь? На Авито очень много предложений, довольно-таки все так немного народу, судя по всему, на пляже не видно, но это пока. Народ, я думаю, к 1 маю подтянется. Все известные ресурсы, Островок, что там еще есть, Суточно, по-моему, Суточно.ру. Авито, главное, очень много всего на Авито. Это небольшой поселок считается, пригород Ялты, от 14 километров от Ялты в ту сторону. Селиться лучше поближе к Ленинградской улице или к улице Чехова, в старом районе, может, в новом кому. Тут все рядом, буквально 10 минут я практически на горе сижу. Спуститься мне до моря там 10 минут спокойного хода. Номера различные по ценовой категории, по удобствам. Сами понимаете, кто взыскательные, есть и дорогие, есть не очень. На Чеховке прекрасные художники всегда там останавливаются. Я очень люблю на Чеховке останавливаться. Умеренные цены, потому что, может быть, не очень сильные такие уж распрекрасные удобства, но зато виды. Что берете с собой, помимо красок и мольберта? Одежду на всякий случай, потеплее, наверное, вечером. Я беру еще фонарик, потому что вечерние этюды писать — это совершенно удивительно. Если хватает сил. Днем работаем много, и еще вечером. Для таких, которые... можно днем немножко расслабиться, пописать там пару-три этюда, успокоиться, погулять, а вечером еще. Под вечер очень хорошо начинать. Часов так в 5, в 6 вечера, когда солнце садится, и вот это самое великолепное состояние перехода, когда начинают зажигаться фонарики. Мне здесь нравится питание, здесь есть таверна, есть различные кафешки, ресторанчики. Но тех, кто любит готовить, все очень вкусно и действительно просто сильно отличается от московского супермаркета. Потому что люди выращивают свое, и отмечаю, просто все овощи, все как-то по-другому, мне нравится, вкусно, правда. Может, кто-то ездил в прошлые разы, может что-то подсказать по организации этого мероприятия, об обеспечении и вообще пребывании там. Мероприятие как мероприятие. В 10 часов утра мы стартуем каждый день, я пишу работу, ставлю задачи. Потом вы пишете, если вы об этом, если вы хотите на мастер-класс приехать. Работаем до 3 часов официально, потом каждый в своем режиме, можно работать хоть и весь день и всю ночь, но в следующий день опять в 10 утра. Все остальное как обычно. Вы бронируете номер сами, добираетесь сами, кушаете сами, готовите или ходите в ресторанчики или в кафешки. И главное, мы плодотворно работаем. Вот это я вам обещаю, что будет плодотворная работа. Так что не переживайте. Пишите, в конце концов, личное сообщение, связывайтесь со мной, я вас включу в группу, приезжайте, будем работать. Это касается и 7-11 мая, и это касается 1-5 июля. Тоже будет здесь же, в этом же месте работа. Так что записывайтесь, поработаем серьезно. Владимир Шатеев. Вячеслав, вы упоминаете о дизайне картины. Равнозначно ли это понятию композиции цветовых пятен или есть нюансы? Нюансы есть.
Я вкладываю в это понятие, Владимир, дизайн картины. Ну, это, естественно, условное. Такому, наверное, не учат, да, в никаких учебных заведениях художественных. Постоянную новизну решений. Одного решения, я убежден, нет. Но вот вы видите пейзаж. Решений, быть может, множество, великое множество, бесконечное множество. Ну, простая штука. Вот мы сядем с вами работать, и мы по-разному это напишем. Видение у нас ситуации разное. Фотографическое видение, ну, практически одно. Там с нюансами. Один объектив Canon там так смотрит на это дело и выдает такие пиксели, такую фотографию. Другой Nikon по-другому немножечко. Художник, видя ситуацию, сочиняет на эту тему свою музыку. Нет одинаковой музыки. Нет. Ну, если только она не скопирована, и это не плагиат. Мы делаем уникальную свою фантазию на эту тему. Да, по пятнам разбили. Но какие пятна? У каждого свои будут пятна, ведь правильно? Кто-то объединит близкие тона, кто-то разобьет это все на тепло-холод, кто-то не разобьет, кто-то фотографично мыслит, кто-то дизайнерский. То есть, ну, как бы это сказать, неожиданное решение выдает. Он выдает свою картину мира, свое ощущение. Вот об этом речь. Если вы внутри чувствуете этот взрыв, музыка сама польется. И она будет каждый раз разная. Вы возьмете другой холст и с таким посылом, вот с этим, да, поиска неожиданности, вы выдадите совершенно другой мотив, другую музыку, другой этюд, другую новую реальность. Она живет своей жизнью, она не отражение того, она создание на этой основе нового произведения искусства. Любитель ас. Расскажите, пожалуйста, что такое ложное касание? Это нормальное явление в композиции? Вы специально в ваших композициях применяете ложные касания. Ну, нет ничего, на мой взгляд, любитель ас ложного в живописи. Это просто какая-то вот почерк. Это какое-то внесение колорита, не колорита, но особой фактуры в живописную ткань. Ну, как, например, мы с вами вяжем, например, кофту крючком, вяжем, и вдруг появилась какая-то булька там, да? Вот она вывязывается. Мы могли бы это не делать, мы могли бы просто портянку такую ровную связать, а мы делаем украшение, какую-то фиговинку, какую-то штучку, розочку какую-то. Ну, мы же это сознательно делаем. Так и здесь, в холсте, мы как бы вяжем вот эту ткань, понимая, что это фактура, что она, мастихина, например, обобщила, это несет какой-то живописный смысл, некую случайность. Поэтому кисточки у меня вот такие все, вот они создают эффект случайности. Касание, оно не то что ложное. Я же внутри держу рисунок, я же внутри знаю, что мне нужно, как по тону все это разложить. Но поскольку кисточка, зачерпнутая краской, касается, вот как японцы делают, да, вот иероглиф проводит кисточкой такой, которая, она не ложное касание, она просто где-то пропускает, где-то коснется сильно, где-то не сильно. И вот такая вот фиговинная, такая странная кисточка создает не ложное, а создает свою картину, неожиданное, удивительное решение от одного мазка. И если каждый такой мазок, а если еще где-то пальцем, то это будет это будет живопись. И Антонина Галактионова пишет такие пропуски. Кстати, о пропусках можете видео сделать. Я бы не делал никакого видео, Антонина, о пропусках. Это и есть что-то такое уникальное, рождающееся прямо в этот момент, когда на кисточке есть краска, касаешься ты, касания разные, могут быть легкие. Но представляете, если краска на кисточке, а касание легкое, где-то она коснется, где нет. Вот тебе и пропуск. Чего тут делать видео-то для этого? Важно-то не это. Тот же Фешин подчеркивал, что технику не надо мне подражать. Главное, чтобы вы увидели красоту пятна, красоту этих масс, вот этих
площадей. Из чего состоит этот мотив? Касание касаниями – это потом. Но понимаете, в чем дело? Столько людей мне про эти касания спрашивали, будто бы в этом фишка вся, фишка в другом. И вот они делают эти касания, а живописи нет. Живопись будет тогда, когда вы будете видеть мотив в тоне. Вы будете видеть его целостно, куском, удерживая вниманием все пятна, которые здесь есть. Работать по пятну сложно, но это самое важное, этому нужно научиться. Тот, кто не может приехать на класс, ну, покупайте уроки, которые у меня в онлайн-школе. По крайней мере, там я все излагаю для тех, кто не может вживую приехать. Вживую это очень важно. Это взрыв мозга в первый же день. И неважно в какой, хоть в 5-й вы приедете на один день. И все, и будет по-другому. Видение наступает другое. Оно меняется из того, что мы научились отражать мир. Оно меняется на то, что мы создаем его. Как, на каких основах, я об этом говорю и в уроках, и на классах. Приезжайте. К каждому уроку есть видеоанонс. Заходите на сайт, вот для примера хотя бы этот посмотрите. Может быть, именно он вам понравится или другой какой-то. Друзья, хочу предложить вам 36-й урок. Он записан здесь, на этой точке, на Чеховке, в Гурзуфе. Задача очень интересная, потому что урок нацелен прежде всего на то, чтобы расширить угол своего видения. И скала, и дом заставляют нас мыслить и видеть широким углом, как будто бы широкоугольником снимаешь. Довольно-таки непростая задача, но этот метод позволяет расфокусировать зрение. Конечно, мы собираем все по пятнам и делаем это дизайнерски, не буквально. 36-й урок, он нацелен на творческое решение этой задачи.